Последнее время кажется, что искусственный интеллект научился по-настоящему думать. Мы видим, как он решает сложные математические задачи и при этом показывает ход своих мыслей. И все эти цепочки рассуждений, в которых есть планирование, рефлексия и другие этапы мыслительного процесса, выглядят довольно-таки убедительно. Но вопрос, можно ли всему этому верить? Давайте попробуем разобраться во всем этом, так как у нас есть исследования. К примеру, в ChatGPT я попрошу его посоветовать мне какой-то горнолыжный курорт, запускаю свой промпт. И здесь, перед тем, как он выдаст полный ответ, можно подсмотреть его мысли. И вот тут он начинает своего рода разговор с самим собой. Он там так и начинает, пользователь просит меня найти какой-то горнолыжный курорт, ближайший к его городу. Как отправную точку я возьму вот это место, бла-бла-бла-бла. Так, но пользователь также сказал, что он новичок, поэтому я должен посмотреть это и тому подобное. При программировании то же самое. Сейчас мы его попросим сделать реализацию функционала, для которого уже написан тест. Так, сделаем это чуть побольше. Я запускаю свой промпт. И тут тоже можно видеть его, эти промежуточные, скажем так, мыслительные процессы. Эти два примера, они, конечно, не являются какими-то сложными математическими задачами с какой-то сложной логикой. Просто с самого начала мне хочется сделать небольшой акцент на вот этих записях рассуждений, скажем так, напомнить. И когда вы действительно сделаете какой-то сложный запрос, спросите что-то действительно сложное, искусственный интеллект, тут, наверное, вопрос даже будет неправильно звучать, именно запрос, где будет не просто, скажем так, запрос «дай мне какой-то факт», а действительно нужна будет какая-то аналитика с вашим контекстом, и вы увидите, как он все это расписывает, как из этой задачи делать подзадачи, какие логические цепочки определяет, как он идет по шагам, а до этого еще какие-то уточняющие вопросы задает вам, то смотришь на это все, и нужно признать, что это выглядит, очень убедительно. Ты как будто смотришь на результаты на черновики какого-то ученого. Но что, если все это неправда? А что, если все это такой какой-то разыгранный спектакль? Ученые из компании Apple решили заглянуть за кулисы этого представления и узнать, где тут реальность, а где очень убедительная иллюзия. Название их исследования так и начинается. Иллюзия мышления. Понимание сильных и слабых сторон рассуждающих моделей. Проблему, которую авторы собираются исследовать, они обозначили примерно следующим образом. Ученые, обращаясь к разработчикам этих языковых моделей, они им говорят, после всего услышанного, увиденного, всех этих демонстраций складывается такое ощущение, что эти версии, рассуждающие версии языковых моделей, они лишены всех тех ключевых недостатков, которыми обладают их, скажем так, младшие собратья, стандартные языковые модели. И на сегодняшний день один из больших недостатков искусственного интеллекта, уже говорить в общем об искусственном интеллекте, это отсутствие так называемого обобщенного рассуждения. То есть, если языковая модель обладает обобщенным рассуждением, то значит она умеет применять логику, а не память. Это первое. И второе, если языковая модель обладает обобщенным рассуждением, то ожидается, что она масштабируется. Это означает, что с ростом сложности мы способны удерживать точность на каком-то приемлемом уровне. Да, рост сложности всегда предполагает рост вероятности ошибиться, даже для идеального человека или компьютерного агента.
Но тем не менее, мы ее удерживаем на каком-то уровне. Сложность растет. Но не должно быть каких-то аномалий, вроде как точность стояла или уменьшалась только по чуть-чуть по мере роста сложности. Но в какой-то момент полностью ушла на ноль, и все. И вот тут мы подбираемся к самому главному. Как вообще все это проверить? Как понять, где настоящее мышление, а где просто его симуляция? Обычные тесты тут не работают. Почему? Потому что модель просто могла запомнить правильные ответы из тех терабайтов данных, на которых ее учили. Вместо обычных тестов авторы предлагают использовать вот такие вот 4 головоломки. Ханойские башни, прыжки шашками, переправа через реку и мир блоков. В самом верху это у нас начальное состояние игры. Посередине у нас одно из возможных промежуточных состояний. И в самом конце непосредственно цель головоломки. Мы все 4 головоломки рассматривать не будем, только одну из них, это Ханойские башни. Так как она легче всего из этих 4, ее правила очень легкие, всего их 3, и 2 из них понятны на интуитивном уровне. Итак, в самом начале у нас вот таких 3 колышка, стержня, не знаю, как правильно в данном контексте. На первом колышке какое-то количество дисков, количество их может быть разное. И цель головоломки перенести все эти диски на третье колышко, соблюдая при этом 3 правила. Первое. За один ход можно брать только один диск. Второе. Можно брать только диск сверху, все интуитивно. И третье, последнее. Диск большего размера нельзя класть на диск меньшего. Авторы решили прибегнуть к такому способу изучения способностей думающих моделей из-за того, что именно такой подход делает наше исследование систематическим. То есть это когда мы смогли из всего теста вычленить какой-то параметр, какую-то переменную, в данном случае количество дисков, и менять его. И меняя его, смотреть, что происходит с конечным результатом. А правило, основная логика не меняется. Я не раз это буду еще говорить в этом обзоре. То есть правило, что, к примеру, больше диск нельзя ложить на меньший диск, оно всегда будет валидным и для случая, когда на первом колышке один диск у нас, то есть начальное состояние 5, 50, 250, 500. Разницы нету. Забегая наперед, как бы делая дисклеймер, скажу, что именно такая возможность контролировать сложность и контролировать ее по чуть-чуть позволит нам узнать, в какой именно момент модель теряет способность решать задачи. Да, у нее есть момент, когда она полностью умирает. В обычных тестах, где не систематическое исследование, там мы не можем вот так изолировать что-то, какой-то параметр, чтобы узнать, что именно повлияло на успех или неудачу. Перед тем, как перейти к результатам эксперимента, давайте еще раз, на этот раз вместе проговорим, что и как мы будем проверять. Значит, мы попросим искусственный интеллект решить для нас головоломку. И первое, конечно же, нам интересно вообще, решит ли он ее. И второе, больше всего нам интересно, что происходит в этот момент при решении головоломки различной сложности, в различных ее вариантах, что происходит в его вот этой цепочке мыслей, цепочке рассуждений. Меняется ли там что-то, есть ли там какая-то тенденция закономерности. Нам не интересно, сможет ли он найти решение за оптимальное количество ходов. Мы только проверяем конечный результат, смог, не смог, и его цепочку рассуждений. Первые результаты, первый график, рисунок 1, показывает, как меняется сложность, показывает, как меняется точность
результата решения головоломки в зависимости от сложности. По горизонтали у нас уровень сложности, оно же количество дисков в игре в головоломке Ханойской башни. По вертикали точность решения головоломки. Синяя линия треугольниками у нас обозначены результаты думающей модели, прерывистые, где кружочки, это у нас результаты обычной модели. Также авторы говорят, мы сделали некую градацию сложности и сказали, количество дисков от 1 до 3 мы это обозначили как легкий уровень сложности. От 3 до 8, это вот голубым цветом, это средний уровень сложности. И вот этот цвет, я не знаю, как он, красноватый, что ли, называется, высокий уровень сложности. И что показывают результаты? Когда количество дисков было 1, 2, точность у нас у обоих моделей была 100%. No problem. И мы сразу, находясь уже на легком уровне сложности, при количестве диска 3, видим интересную ситуацию, когда точность недумающей модели чуть лучше, чем думающие. Вот здесь, я не знаю, у недумающей 100%, у вот этого треугольника где-то 98-95. Ну, когда мы уже зашли в район средней сложности, вот голубой, обычная модель уже пикировала, да, ее результаты упали в район около 30%. Думающая модель еще держится какое-то время, хотя уже при количестве дисков 7 она уже начинает сильно сдаваться, район с 70 падает ее. И все еще находясь в районе среднего уровня сложности, думающая модель, можно сказать, уже полностью сдалась, около 10%, а при высоком уровне сложности этот товарищ уже давно лежит, и вместе с ним полностью сдалась думающая модель. И мы начинаем делать промежуточные выводы после просмотра каждого графика. И тут первое, что бросается в глаза, это то, что есть какая-то точка порога, уровень сложности, при котором модель сразу ее точность в разы прям на процентов 50-60, она сразу идет вниз. Это наблюдается не только на этой головоломке, на остальных трех было то же самое. На 6-м рисунке данного исследования можно найти вот такой вот график. Здесь сверху продублирован график зависимости точности от сложности, но тут только думающая модель. Второй график снизу показывает, как меняется усилие рассуждения думающей модели, как оно меняется по мере роста сложности. Оно по вертикали усилия измеряется в количестве токенов. К примеру, чтобы решить головоломку с уровнем сложности 1, на раздумье ответа модель примерно потратила 200-300 токенов. Для второго уровня сложности, к примеру, 2000. Что тут можно видеть? Эти усилия вначале, они, как и ожидается, менялись пропорционально росту сложности. Но смотрите, что происходит затем. Вот у нас точки, где точность результатов резко падает или полностью идет к коллапсу. Здесь нужно смотреть теперь на оба графика. И по мере приближения к этому уровню сложности 8, 9, 10, думающая модель, она уже даже заранее перестает прилагать к усилию. То есть, как в начале, количество используемых токенов для рассуждения не меняется пропорционально росту уровню сложности. Ключевой вывод на данном этапе в том, что эти думающие модели не просто терпят неудачу при высокой уровне сложности, а в том, что они перестают пытаться. Это говорит о фундаментальном ограничении их масштабирования, так как в этих экспериментах, в тех случаях, когда они переставали пытаться решить
задачу, то у них в этот момент оставался очень большой запас токенов для рассуждений. Нету смысла давать им дополнительные вычисления, если они их не используют. На 8-м рисунке данного исследования есть вот такой вот график и результаты вот чего он показывает. В наших экспериментах мы пытаемся узнать, умеет ли искусственный интеллект определить алгоритм решения поставленной перед ним задачи и потом постоянно следовать этому алгоритму, вне зависимости от того, насколько сложно меняется структура задач, то есть как она меняется как в длину, так и в глубину. И мы видим, что при среднем уровне сложности у него возникают проблемы, а при высоком уровне сложности большие проблемы. И авторы говорят, давай мы тебе немного поможем, вот этот алгоритм, это решение задачи мы тебе предоставим. То есть на входе у тебя есть задача и способ ее решения. Тебе просто нужно следовать этому алгоритму. И вы знаете, поначалу это помогало, вот при среднем уровне сложности даже, вот при 3 нам удалось дотянуть точность до 100%. Здесь сплошной линией обозначены результаты без предоставления ему алгоритма. С прерывистой линией это когда мы ему на вход дали также алгоритм. То есть здесь ситуация стала лучше. Вот тут было, наверное, где-то 95, но мы дотянули до 100, здесь тоже мы дотянули до 100 с нашей помощью. Но когда уже мы дальше пошли, чуть глубже средние уровни сложности, то тут ситуация вообще стала наоборот хуже. Он без нас как бы лучше справлялся. Ну а дальше при высоком уровне сложности, там, я думаю, и так все понятно. Здесь ключевой вывод в том, что ограничение думающих моделей не только в поиске решения, но и в способности последовательно следовать логическим шагам. Время подводить итоги, и давайте ответим на главный вопрос, как мне кажется, главный вопрос из этого исследования. Так, обладают ли современные думающие модели обобщающим рассуждением? Может ли она, к примеру, увидев какую-то сложную задачу, где, например, находится 100 элементов, сказать: стоп, что-то слишком сложно, 100 элементов, дай-ка я сокращу по минимуму, сделаю 2 элемента, найду решение сначала для этой задачи из 2 элементов. Все, логику определил, эта же логика, эти же правила работают для 3, 4, 5, 6. Все, значит, я и для 100, и до 300, и 400 смогу сделать. Сначала дадим ответ для самых нетерпеливых, которым, собственно, и так понятно. Я попозже дам немножко развернутый ответ. Мне так интереснее было. И короткий ответ – нет. Конечно же, нет. Да, я осмелюсь сказать, конечно же, нет. Опираясь на это исследование. Не может он применить эту фундаментальную логику. Но вы можете возразить, сказать, но были же легкие задачи из среднего уровня сложности, которые не такие уж и среднего. Их-то он решал, верно, решал. Здесь, я вам скажу, есть подозрение, что он прибегает к какому-то такому изощренному способу сопоставления образцов. Вы же наблюдали за тем, как ребенок, ученик младших классов, который ненавидит математику, как порой, даже часто решает задачи не то что легкой, и среднего уровня сложности. Мы-то их ловим на том, что они угадывают, подбирают, но так часто, так последовательно. Попробуй перед ними положи какую-то сложную задачу, рядом дай чуть ли такой же пример, просто цифры другие, ему все ломается. В общем, на этом все. Как-то так.